Итак, сегодня мы с вами договорились еще разочек, повторяем занятие. Нет смысла попадать в мир растений. Да, может, кому-то нравится быть баобабом, да, или там, ну, неважно, там, бурьяном каким-нибудь, или одуванчиком. Но ничего хорошего в этом нет. Да, прошла коровка, съела. Ну и так несколько сот лет, да, пока не передумает человек. Да, что все-таки нужно ценить, что ты человек, и следовать своему предназначению. Да. Основные проблемы: первая — бесцельность, напоминаю. Вторая — пассивность. Да, бесцельность, да, то есть человек не определяется, куда ты направляешь свои силы. Да, его судьба просто вынуждает, таких людей большинство. Понятно, что для того, чтобы оказаться в мире растений, нужно насобирать определенный критический объем проблем. Да, но более правильно вообще все проблемы, их признаки вычищать и выжигать. Программа номер 1 – это безответственность, по которой сейчас пройдем. То есть что такое ответственность? Да? Человек, да, создан по образу и подобию. Его предназначение основное — развитие, раскрыть потенциал и служение. Примени все, чему ты научился в этом мире, научись создавать максимальную пользу. И если человек этого не реализует, тогда возникает проблема. Да? То есть он не следует предназначению. Один из возможных сценариев — это стать там баобабом 1000 лет, пока помрешь. Да? Поэтому программа номер 1 — безответственность. Ответственность — ключевой вопрос, на который должен ответить человек: чему ты посвящаешь свою жизнь. Самое важное — это что? Да, каковы твои цели, и дальше ты организуешь себя и свою жизнь для достижения этой цели. Достижение любого результата начинается с того, что у человека есть это свойство: поставить цель или задачу определенную и довести это до ума, до логического завершения. Если у человека этого качества нет, быть ответственным, он ни на что не сдатен. Да, он, может быть, там учится, таланты у него есть, но не может чего-либо достичь, потому что он не берет ответственность. Да, поставить цель и к ней прийти. Да, на чем держится ответственность? На понимании, ну, даже если у вас есть там супер-пупер наставник, да все равно вы в конечном итоге должны принять решение. Вы должны идти к этой цели. Вы каждый день должны вкладывать свои усилия, контролировать время, свое состояние и все остальное. Никто же за вас не будет думать, анализировать, делать. Могут помочь, подсказать. Классно, когда есть наставник. Все равно вы решаете, все равно вы действуете, все равно вы на 100% отвечаете за результат. Безответственно все посбрасывал. Ответственно говорит: я, а кто еще? Кто отвечает за мои мысли, за мои эмоции? Я отвечаю. Да? За то, как я использую свою жизнь. Да? И в идеале ответственность у человека полноценная, полномасштабная. Есть ответственность перед Богом, да, служение Богу. Есть ответственность перед обществом, перед своими близкими, перед собой. Да? Это служение обществу и самореализация. Если перед близкими, то и не только обеспечение, да, создание атмосферы, быть позитивным, забота и многие другие вопросы. В двух словах напоминаю: безответственный человек: мне должны, мне не сделали, и все, и встал, и дальше бездействие. Да, нашел на кого списать, да, почему он бездействует. Ответственный человек: что нужно делать, он ищет ответ, что делать, чтобы получить результат. Сейчас программа к обсуждению: бесцельность. Ну, собственно, у травы целей нет. Она себе как бы живет и живет. Да? Вот примерно так же и человек без целей. В основном будут интересовать программы, настраивающие на бесцельность, там, мотивирующие бесцельность. Их увидите, нужно порушить. Да, там, не хочу разочаровываться, да, вдруг не получится. Ну, здесь, если как бы вспомнить, все, что вы умеете, там, одеваться, говорить, кушать, там, читать, писать. Вы что, это научились с первой попытки? Раз, и за 3 минуты я знаю английский или русский. Где такое можно увидеть? Все навыки, которыми вы владеете, вы осваивали терпеливо, настойчиво, некоторые в течение там, не 1 года. Точно так же любая цель. Вы чего-то не достигаете, если нарушаете процедуру. Не видите логики, план неправильный, перескакиваете, недооцениваете, переоцениваете. Ну и так далее. Если вы нарушаете процедуру, вы не можете что-то реализовать. Если вы делаете все правильно по инструкции, там,
вы открыты, да, к наставнику, там, критическим замечаниям, исправляете ошибки, что мешает вам достичь цели. Цели, постановка целей, ну, и сами по себе цели, что это такое, и позволяют нашему сознанию начать решать задачи, как мы меняем себя и свою судьбу. Да, и зажигает огонь, да, потому что есть ради чего, и дает подключение. И понятно, какую информацию искать, понятно, каких специалистов искать, понятно, кто может быть твоим единомышленником. Да, цели – это основа. И, по крайней мере, на начальных уровнях это что? На первом уровне, ну, решая вопросы там, жизнеобеспечения. На втором уровне, чтобы было все на порядок больше и комфортнее. Не обязательно глобальные, конечно, лучше на максимум. Вначале учишься, ставишь небольшие цели, достигаешь, потом все. Дальше, 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 дальше. В любом случае от простого к сложному. В любом случае нужен этот навык. А в любом случае нужно, конечно, взломать. Вот человек на низком уровне, у него нет долговременного планирования как такового. Он не хочет думать, и, понятно, силы, которые его используют, они держат его своими там щупальцами на нижних уровнях. Не надо думать, не нужно брать ответственность. Смотри на телевизор, слушай, что тебе говорят, и действуй вместе со всеми. И будет тебе бедность, и будет тебе плохое здоровье, плохое настроение. Будь как все. И большинство людей идут по этому сценарию. Да, этот сценарий нужно взламывать, если человек желает себе блага. Дальше. Следующая программа, то есть цели. Для начальных ступеней просто ставь нормальные, позитивные цели, не будь хуже, чем другие, давай иди к тем или иным результатам. Но если человек поднимается немного выше, там, конец второго уровня, третий уровень, выше, где результаты выше среднего, их уже невозможно получить, когда человек игнорирует именно такие основы, как твоя индивидуальность. Да, вот ты для чего предназначен? Там быть физиком, математиком, политиком, поэтом. Не просто как все, да, а ты для чего? Да, что зажигает в душе огонь? Какие твои самые сильные стороны? Да, поэтому постановка целей, какая должна быть? Да, твоя индивидуальность, твои достоинства, твои стремления, да, твой огонь, он рождается где? Если человек на эти вопросы не отвечает, он не реализует свое предназначение, он не использует свой потенциал. Он давит хорошее, что есть, и пытается опираться на то, что на порядок более слабое. Да? Поэтому индивидуальность, ну и второе, на что должны опираться цели, да, это кармические задачи. Да, если человек, да, эзотерик, то он сверяет свои шаги, да, с волей высших сил. И это правильное решение. В достижении этих целей вы мне помогать будете? Говорят, да, хорошо. А здесь? А здесь нет. Тебе туда не нужно. Здесь будем тебя блокировать по полной. Смотрите, первый блок вопросов, да, что окунают в мир животных. Думать не хочу, решать самые важные задачи не хочу. Второе – это пассивность. Все возможные виды проявления активности, которые у человека блокируются. То представьте, как живет трава. Вот она куда-то спешит, она там планирует, рассчитывает, сражается, творит, защищается. Нет, она растет. Ну, пришла коровка, ее съела, больно, отрастает. Вот все, все. У нее есть некоторые реакции болевые, но она же как бы не маневрирует. Она все просто растет. Вот это их природа. Вот у растения природа. Она же не выбирает путь света, да, она просто растет. Поэтому в данном случае, где у вас не хочу, да, по различным проявлениям активности, да, творить не хочу, сражаться не хочу, защищаться не хочу, думать не хочу, планировать не хочу, решать сложные задачи не хочу. Везде, где сидит вот это вот бу-бу-бу-бу-бу, да, это что? Это блокировка активности, это трава, растения. Пассивность, да, ну, собственно, сама пассивность как программа, ну, если представить, там, один человек, что такое активный человек, ну, неважно, есть там карта местности, да, есть различные вершины, карьеры, там, личная жизнь, творчество, совершенство, там, неважно, разные вершины. Вот активному человеку, да, у него есть цели, у него есть жажда этих вершин достичь. Он спрашивает, попутчики есть, подсказать можете, он решает задачу, как идти туда.